Всем привет, вы на канале Польза.нет. Видели хоть раз смартфон с отдельным режимом подводной съемки? Вот он. Идем снимать под водой. Так, ну вот он, отдельный режим съемки под водой. Вы принимаете, нажимаете записать видео и, разумеется, бросаете это дело. То есть, по большому счету, здесь не просто они говорят, что IP69, хотя где-то написано IP68, так они еще и говорят, что, друзья, мы подумали о вас, и чтобы у вас не было ложных нажатий, вы можете использовать кнопки. Я такого еще не видел, можете написать, может кто-то где-то и видел. Но я вроде бы все покупаю и все тестирую. Вряд ли он канет в лету из-за утопления. Почему? Потому что если у тебя IP68, то ты с ним ничего не делай, еще и отдельно менюха. По идее он будет снимать у тебя всегда под водой без особых проблем. Тем более это Vivo. Это вам не третий эшелон. Ну класс. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Vivo X100 Ultra. И это, по идее, совершенство по возможностям видеосъемки, потому что это последний смарт от Vivo, и наконец-то он у нас на Snapdragon 8 Gen 3. Разумеется, здесь экран LTPO, разумеется, здесь просто бомбические камеры, притом на телевике есть 200 мегапикселей. Он может переключаться в 4К 60 FPS с основного модуля на фронталку. Помимо этого есть еще у 4К 120 FPS, 4К 60 FPS на фронтальном модуле. Смарт супер быстрый, с неплохой автономностью, хорошей яркостью, великолепными материалами, металлическая рамка, Type-C-шник третьего поколения и GPS, который ловит моментально. Все бенды, русский язык и Google сервисы. Я думал сравнить его с Huawei P70 Ultra, который пура. Но начал сравнивать по видео и понял, что это рядом не лежало, я его сравню с Poco F6. В итоге я сравнил Vivo по камере с iPhone 15 Pro Max. И спойлер, разумеется, в каких-то сценариях использования Vivo выиграл. Но также спойлер, к сожалению, не во всех. Напоминаю, что на любую железку подобную, которую я купил, спасибо мне за то, что я ее купил, у меня 3 обзора. Это прожарка, она уже на канале для стримов Польза стримы, где я гоняю его в онлайне в тестах, отвечаю на вопросы, показываю подробно камеру, допустим. И второй момент, после полноценного обзора, который вы сейчас видите, будет еще обзор одним кадром на канале Польза стрима. Смотрим. Распаковка. Поставляется Vivo X100 Ultra в премиальной черной тактильно приятной коробке. На упаковке есть название модели, краткая характеристика и логотип Zeiss. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем краткое руководство, чехол, кабель с Type-C на Type-C, блок питания на 80 Вт с китайской вилкой. Напоминаю, что скорее всего глобалки не будет. Сам смартфон с наклеенной защитной пленкой и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Разумеется, eSIM нет и карту памяти запихать нельзя. Это сразу, еще несколько раз повторю. Габариты 164 на 75 на 9,2 мм. Увесистый с одной стороны, с другой стороны я лично уже привык к лопатам. Хотя эта штука даже больше iPhone 15 Pro Max. Притом так приличненько. Розыгрыши море. Читаем в описании, какие сейчас актуальны, постоянные. Это я разыгрываю ежемесячно по одному смартфону. Условия просты. Подписывайтесь на канал с колоколом, оставляйте комментарий больше 5 слов, либо в комментарии, либо в описании своего канала указывайте свое имя в телеге и подписывайтесь на телеграм-канал скидок. И вы автоматически в розыгрыше. Единственное, не забудьте открыть подписки. Вчера только, кстати, человек выиграл Poco X6 Pro. Уже отозвался. На стриме не обязательно присутствовать, я вам напишу, если победите. Переходим к смартфону. Поставляется X100 Ultra в черной, белой и титановой расцветках. Дизайн смартфона от прошлых моделей Vivo не особо отличается. В тыльной части находится крупный блок камер с кольцом. Рамка выполнена из металла, а тыльная часть из стекла. Кольцо, как всегда, не выполняет никаких функций, к сожалению. Собран смартфон отлично, ко всему смарт имеет водонепроницаемость класса IP69. В начале ролика вы могли наблюдать, как смартфон справляется с утоплением и одновременной видеосъемкой. К слову, у него отдельный даже режим для видеосъемки есть. Под водой. Лежит X100 Ultra в руке в целом удобно, грани закругленные, но блок камер перевешивает, что доставляет легкий дискомфорт при длительном использовании смартфона. Далее, на корпусе расположен
расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1 с поддержкой функции Display Alt Mode. Далее есть микрофоны и стереодинамики, звучание отличное, но не топовое. Плюс нет кастомного эквалайзера в стоке, а только предустановки под разные сценарии использования. Мини-джека нет, эко-порт в наличии, вибромотор линейный по CX с поддержкой 4D вибрации. Для игр тактильно приятный, настроить силу вибрации возможность есть, но как по мне он слабоват для таких габаритов и веса смартфона. В общем, до сих пор OnePlus 12, хотя тот же самый BBK, ушатывает всех вокруг по своему вибро. Ну и не только OnePlus 12, вообще все OnePlus топовые. Bluetooth аудиокодеков достаточно, не как у Samsung'ов, которые мы недавно тестировали S24 Ultra, помните? А Bluetooth чип установлен здесь в версии последней, 5.4. Новее я не видел в смартфонах. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED 2K E7 дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 3200 на 1440 пикселей. В настройках можно поменять разрешение для экономии заряда аккумулятора. Экран имеет закругленные края, небольшой вырез под фронтальную камеру и симметричные рамки, но подбородок слегка больше, чем остальные рамки. К слову, здесь технология LTPO и чистой воды от 1 Гц до 120 он показывает. Соотношение экрана 20 к 9, соотношение экрана к корпусу 92,42%. Тоже не самый лучший показатель из всех смартфонов. Коэффициент контрастности 8 миллионов к 1, имеется поддержка технологии Dolby Vision, широкая цветовая гамма DCI-P3, плотность пикселей отличная, 517 ppi. Заявленная яркость 3000 нит, по моим замерам экран выдает в пике 1200 люкс, что, конечно, очень мало, но для повседневного использования достаточно. Хотя, с другой стороны, если измерять радексом, там все по 1500 показывает. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает быстро и корректно, плюс установлен датчик цветовой температуры. И еще по поводу яркости хочу отметить, что 800 с лишним люксов у него повседневная яркость. До 500 люксов он через 30 минут в PUBG New State сбрасывает. И играть на данный момент в Genshin Impact даже в производительном режиме, даже через игровой портал, даже в режиме высокой производительности, с фиксой яркости невозможно. Через 20 минут у вас уже будет яркость 300 люксов. Вечером, точнее ночью, без освещения нормально, а так греется он. Экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно, но не молниеносно. Частота регулировки шима 1440 Гц, шим выше 15% не поднимается, если измерять радексом. У прибора ТК показывает шим 60%, но на минимальной яркости. Как многие говорят, кто-то говорит, эти приборы плохие. Вот у ТК 2 паспорта с поверкой. Шим здесь довольно приличный на низкой яркости, но не самсунговский и один из лучших из тех, что я встречал. Экран хороший. Полноценный Always On дисплей в наличии. Далее, разблокировать экран можно при помощи 3D ультразвукового сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран. Притом он довольно маленький, и сказать, что я 100% попадаю, не совсем верно. Если я смотрю на экран, то 100%. Если не смотрю, даже на стриме я один раз не попал на экран. И плюс отрабатывает это все дело не супер быстро. Распознавание лиц отрабатывает, 2 лица можно завести, стандартными способами разблокировки тоже можно разблокировать. Распознавание лиц срабатывает быстро, даже под углом, завести можно до 2 лиц и до 5 отпечатков. Процессор установлен здесь Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой 3,3 ГГц. Графический процессор Adreno 750, ко всему установлен видеочип Blueprint V3+. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Операционка Origin OS на базе 14 версии Android, занимает она после обновления 19 ГБ, не космос. В настройках есть ультраигровой режим, что стандартно для Vivo. По связи же имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 версии, поддержка 5G сетей с технологией Dual 5G, а для 4G все бенды на борту. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее, микрофоны и датчики приближения не подводили. eSIM смартфон не поддерживает NFC в наличии, можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки NFC модулем. GPS-тест показывает точность 3 метра, притом GPS отрабатывает молниеносно прям. Запись разговора без уведомления собеседника о начале записи в наличии. Емкость аккумулятора здесь 5500 мАч, в PC-марке он выдал 10 часов 9 минут, притом максимальной яркости с максимальным разрешением экрана. И это прям круто. Work Performance выбил очень скромные 12 тысяч. Смарт поддерживает быструю зарядку до 80 Вт, беспроводную до 30 и реверсивную. Заряжается за 12 минут он от 0 до 30%, за 29 от 0 до 65, за 39 от 0 до 90 и за 44 от 0 до 100. Притом это лучшие цифры. После этого, сколько раз я его не заряжал, он заряжался дольше. При просмотре роликов на YouTube в час уходит в среднем 5% заряда, в играх уходит в среднем за час 25-30% заряда. Посмотрите на польза стрима канале. У нас была прожарка на несколько часов этого смартфона, я показывал, как он сбрасывает яркость в играх. То есть пока оптимизация плохая. Хотя впервые я могу сказать, что меня не напрягал экран водопад. И еще хочу
отметить, что по поводу игр и всего остального, вам нужно сразу закупиться нормальной защитной пленкой, потому что заводская защитная пленка буквально за неделю превращается в полнейший шлак. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест при первом прогоне смартфон проходил со следующими результатами. 475 гипсов максимум, 416 гипсов в среднем и 340 гипсов минимально на 100 потоках в течение 45 минут до последнего процента. То есть я специально гонял его на последних процентах. При прогонке на 100 потоках в течение 60 минут уже со 100% заряда смартфон выдал 476 гипсов максимум, 401 гипс в среднем и 332 гипса минимально. То есть, как вы видите, особой разницы нету. Сколько он выбивает в Geekbench, 3D Mark вы видите на экране. Если говорить про 3D Mark отдельно, Solar Base стресс-тесте устойчивость всего 68%. Wildlife стресс-тесте всего 65%. И я вам скажу, что это не волшебные цифры вообще. В Antutu он выдал результат в 1 миллион 983 тысячи попугаев, потратив на тест 3% заряда, но он ведет себя с Antutu очень рандомно. Повторяюсь, смотрите прожарку, чтобы ощутить всю глубину глубин, пока не дооптимизировали. И Storage тест показывает довольно стандартные 174 тысячи, видели мы и больше, но это очень хороший результат. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и тройной LED вспышки. Минус за то, что в блоке есть муляж. И как по мне, вместо него можно было бы установить кольцевую вспышку. В итоге смотрелось бы все более лаконично. Притом не важно, что они там разместили, какие датчики. Выглядит это как затычка, и это довольно странно, когда у тебя смарт за 1000 баксов, и ты смотришь на затычку. Над камерами Vivo работали совместно, разумеется, с Zeiss. Блок камер покрыт стеклом Zeiss T. Оно, кстати, не поцарапалось за всю неделю, и это редкость, потому что, допустим, тот же Xiaomi 14 Ultra у меня превратился в шлак за неделю использования. Это дело нет. Основной сенсор LID 900 на 50 мегапикселей с апертурой 1.8, лазерная автофокусировка, оптическая стабилизация и разрешением для съемки видео максимальным. 8К 30 FPS, притом есть 4К 120 FPS, 4К 60 FPS и ниже. Сверхширик Sony LID 600 на 50 мегапикселей с апертурой 2.2, цифровой стабилизацией, углом обзора в 116 градусов. Последний сенсор — это телефото Samsung SSL HP9 на 200 мегапикселей с апертурой 2.7, фокусным расстоянием 85 мм и оптостабом. Фронтальный сенсор на 50 мегапикселей, максимальное разрешение съемки видео у него 4К 60 FPS. Имеется возможность переключаться между сенсорами во время записи видео. Также есть различные режимы, фильтры, шаблоны для фото и видеосъемки, а также большое количество различных технологий для более качественной фото и видеосъемки. Но нас интересует больше, разумеется, итоговый результат, а не маркетинг. По факту переключение между модулями реализовано хорошо, близко к тому, как переключается яблоко. Но у яблока оно более плавное и менее заметное. У Vivo встречается видеосъемка с очень заметными фризами, особенно на телевик. Плюс стабилизатор странно себя ведет. Картинка иногда кажется желейной. Телефото-сенсор лучше по детализации и по качеству у Vivo, это однозначно. В сравнении основных сенсоров явно победителей нет, так как Vivo часто сливает из-за фокусировки, размытия и из-за шумов. Но в некоторых моментах показывает куда качественнее картинку, чем яблоко. Фронтальный сенсор у Vivo хороший, но требует много доработки. Думаю, что в следующей модели линейки X мы увидим уже хороший фронтальный сенсор. Конечно, если производитель не забьет на него. Грубо говоря, X100 Ultra снимает очень достойно, но некорректно, так как часто можно заметить непонятные рывки, тряску, шумы, пересветы и так далее. Яблоко же отрабатывает как часы, но иногда уступает в качестве. Сравнение с iPhone, а также примеры фото и видеосъемки в различных локациях вы увидите сейчас. И не забудьте скачать исходники и оценить. Ну что, сравнение 4К 60 FPS, хотя так классно видеть у Vivo 4К 120 FPS. Вот сейчас ультраширик, если говорить про смену, получается, ну неплохо, я бы сказал. И это X5 в обоих. Vivo рулит, прям рулит. 4К 60 FPS на оба смартфона. И я кайфую. От Vivo я кайфую. Пока. Посмотрим, что оно еще покажет в результате тестов. Но пока все в огне. Яблоко против Vivo. Ну что, 4К 60 FPS, два основных модуля, еда и по цветам. Вот Dolby Vision сейчас включен на Vivo. Я вам скажу, что снимает нереально круто. И ультраширики. — 4К 60 FPS. У меня написало на Vivo, что продолжительность может быть ограничена. Как раз протестирую потом, без Dolby Vision. Да, он фризит. И 4К 60 FPS. Совсем немного съемки. Вот такая.
เลยเหรอแล้วก็ปาล์มต่อเลยเหรอ И кеда для детей. Вот. И это ранен лучше на Vivo. Ультраширик. Ну что, основной модуль 4К 60 FPS, и посмотрите, как с одной и той же позиции по-разному снимают смарты, да? Особенно вот это вот место пересвеченное. X5, вот X5 и X5, учитывая, что у iPhone телевик X5. Так, и основа вот так. Шумы видели какие на яблоке? И здесь тоже шумы, кстати, на ультраширике. По цветам 9, X1, X1. По цветам, что ближе, наверное, яблоко. Вот это вот неприятный желтый свет, он, правда, здесь присутствует. И яблоко ближе. Хотя вот сейчас здесь желтит он больше, чем на самом деле. Ну, ни у того, ни у другого смартфона идеального цветопередачи идеально сейчас нет. Но яблоко точно проигрывает вот в том сценарии, видите, где идет пересвет. И 4К 60 FPS, фронталка, изменение освещения. Просто прогуливаемся с двумя смартфонами. Вон там вот позади, видите что-нибудь на Vivo? Там что-то есть. И на яблоке тоже не особо видно, кстати. Ну что, телевик X3.7 и X5 телевик от Яблока. Абсолютно бесполезный яблочный телевик. Я его патологически не перевариваю в 4К 60 FPS. Так, теперь эквивалент 23 мм на X100 Ultra. И вот так вы сможете себя снимать в лифте на эти два смартфона. Кайфушка. А еще Vivo может так же, как и Samsung. Dolby Vision 4К 60 FPS на Vivo и просто 4К 60 FPS на iPhone 15 Pro Max. И да, прям, ну по ощущениям Vivo очень крутое сейчас. Опять же надо будет смотреть на компьютере. Пока барабанная дробь. Самое сложное место Vivo по мне уделывает яблоко по полной. И ультраширик. Все плюс-минус не супер. И два телевика. Телевик на X5 и на 3.7. X10 Vivo. X1. Плавненько увожу на... Очень круто Vivo снимаю. Хотя с выводами... Да нет, Vivo круче. Так, ну смотрите, 4К 60 FPS без Dolby Vision я очень часто здесь снимаю. И вот это основной модуль. Из интересного я хочу отметить, что... у меня есть от Vivo предупреждение, что, возможно, микрофон заблокирован. Вот так и должен работать смартфон. То есть, вообще класс. Прикиньте. То есть, он его взял меня и предупредил. А из особо интересного, вот я сейчас снимаю, у меня ощущение, что на Vivo рывки. Вы посмотрите, как он плохо работает со светом издали. Работал. Может быть, сейчас уже все хорошо, и он настроился. Но не про это я хотел сказать. Dolby Vision отключены, а долго сканер отпечатков пальцев отрабатывает. Понятно, что это объяснимо физически, но как-то раздражает. А вот в таких сценариях использования, конечно, вот зачем нужно везде одинаково, противно муссировать, мучить смартфоны. Сейчас на ультраширике та же самая история. И ну, вот так. 4К 60 FPS, и, к слову, ультрастабилизация на Vivo включается в 2,8К.
Макрорежим просто космос, но смартфон перегревается довольно быстро, и вот он яркость у меня сбросил быстрее, чем iPhone, особенно когда ты используешь зум, я не знаю почему, он, в общем, очень сильно расстраивается. Если говорить про 230 миллиметров эквивалент, то есть X20 будет съемка вот такая, на яблоке в X20 нет возможности снимать, у него максимум X15, но из-за фокусного расстояния плюс-минус выглядит одинаково, эквивалент плюс-минус один и тот же. Насколько лучше картинка на яблоке, кстати, вот оно видео. Мне больше нравится в X20 картинка на яблоке. Может быть, я в чем-то не прав. По фото ушатайка полная от Vivo. По видео еще и какая-то рваная картинка. Приземлю. Притом фото прям бомба Vivo. Видите, как интересно. Где-то они могут, а где-то не совсем. Два ультраширика в 4К 60 FPS. Немного съемки в помещении, 4К 60 FPS, без дополнительного освещения. Вот так вы сможете снимать. Меня больше интересует вот этот диод, и оба смарта справляются классно. Прям классно. Кто лучше, решать, разумеется, вам. Vivo горячий, хотя яблоко уже тоже. Ну что же, миссия выполнена, успел к закату. И что это дает нам? Это дает нам возможность оценить динамический диапазон, плюс еще с работающими всякими источниками освещения. И вот в таких сценариях как раз и кроется вся разница. Хотя правильно мне написали в примерах фоток на iPhone 15 Pro Max, что эти лучи уже достали. А лучи это как раз, вот смотрите, с той стороны у нас уже работает освещение, с этой стороны последние лучи заходящего солнца. И для фоток самое то, и для видео. И вот сейчас это дело все закрывается. Вот так сможете снимать. И сказать, что кто-то откровенно выигрывает, наверное, можно только смотря на экран монитора, потому что на телефонах это дело не оценить. Ультраширик. По цветам Vivo красит. Вот это вот все. Это на основу, на ультраширик красит. Вот сейчас на основе нормально выглядит. Но заметьте, ну, тоже переконтраст. То есть на айфоне реальные цвета, на Vivo, к сожалению, нет. И вот работа со светом. X2, допустим, два телевика, захлебывается телевик Vivo 3.7. И вот так вы сможете снимать вечером. Но фотки супер вообще. Как говорится, дождался. Вот сейчас 5:35, рассвет. И где вам больше нравится, рассвет, на айфоне или на великому ужасном Vivo? Я вам скажу, что по динамическому диапазону Vivo полностью проигрывает. Поэтому, может, по телевику он если что, я снимаю ноутбук. Ну, вот даже близко не то, что я вижу. Еще одна попытка, и не вывозит Vivo. Не вывозит по видео. С другой стороны, если вам нужно здание, допустим, рассматривать. А это что с телевиком? Не понял. Давайте-ка. Это что с ним? 3.7. Ну вот так. Не смешно. Давайте-ка другую какую-нибудь позицию, я не знаю. Скажите, что я хочу. Телевик.
Ну, здесь все нормально. Переводим туда. Это вообще какая-то лабутень. Ладно. Чем родители не тешились. Стабилитет. Основа. Ультраширики. Делайте выводы сами. Еще немного утреннего сравнения. И Vivo мне пишет, что телефон заблокирован по микрофону. Вот так. Сможете снимать. Утро. Которое вы уже видели, кстати, с закатом. С восходом и с закатом тоже. И ультраширик. Давайте два телевика вот. Как с телевиками вы сможете жить. Смотрите, какая разница, да, X5 не особо от 3.7 отличается по факту. Вот оно, кстати, супер противное место. И здесь, заметьте, выигрывает по полной программе Vivo. Ультраширики, Vivo. Основа, Vivo. X2, Vivo. Основа. Лифт очередной. Вот у меня внутреннее желание оставить Vivo прямо лютейшее. Просто лютейшее. Очень классный смарт по съемке. Да, по видео я бы еще поспорил, но его, наверное, очень сильно грамотно потом будет сравнивать с какими-нибудь суперновыми корейцами, китайцами, каким-нибудь iPhone 16 по съемке. То есть не обязательно 16 Pro, плюс они что-то еще все равно допилят. Мощности для этого смартфона есть. Это 3.7 и X5. X5 абсолютно ненавижу телевик, ненавижу его. Бесполезный. Ну, напишите, может, кто-то пользуется и радуется, но лучше бы X3 оставили. 4К 60 FPS, съемка с двух рук, рассеянный свет, не особо дико противный, но противненький. Сейчас мы буквально 1,5 минуты пройдемся, и это будет финал. Почему? Потому что дневной съемки, в принципе, на Vivo уже достаточно у вас для примеров. Исходников, что фото, что видео я накидал. Плюс еще на Vivo будет, разумеется, обзор одним кадром. А может быть, я чуть-чуть его подержу, подожду обновления, хотя конкретных претензий у меня к Vivo нет. У меня есть претензии только относительно, допустим, того же яблока. И ну что я здесь вижу? Вижу, что Vivo контраст перекрутил, но большинству, опять же, картинка будет приятнее, потому что цвета насыщенные и вокруг дивный мир. Хотя по факту это все довольно грустно. Уставшая трава, уставшие листочки, не дико уставшие, но все равно. Хотя по фоткам тоже так интересно. Фото прям вау, а с видео не совсем вау, мягко скажем. И еще давайте чуть-чуть. Ультраширик, основа, X2 и два телевика. Вот какая-то рваная съемка на телевику Vivo. Я не знаю почему. Ну, не, почему, я не знаю. Я знаю почему. Оглашать весь список я не буду. Но зато качество ты смотришь и круто. Круто. Потом по логике рваная должна быть больше на яблоке, чем у него. И основа. Ну что, сравниваем два смартфона, и я специально их не подписал, хотя, в принципе, кто-то по разрешениям может понять, где что. Но вот, допустим, смотрите, без того, чтобы знать, что где. Где лучше фотография, разумеется, здесь. Опускаемся ниже и видим X100 Ultra Zeiss. То есть это основной модуль, нечего здесь разглагольствовать, намного круче снимает Zeiss по фото. Хотя здесь, опять же, есть места, в которых они одинаково плохо справляются, и где-то Zeiss даже хуже. Но, мне кажется, вот в критичных моментах Zeiss лучше.
Хотя, опять же, смотрите, вот здесь дерево прям нарисовано у Цейза, и здесь размытие полное, а здесь у нас все отлично. Видите, это смотря как смотрите, кто на что акцентирует внимание. И здесь вот бах, и я уже переобулся в полете 23 миллиметра. То есть это основные модули. Это основные модули. Я бы однозначно здесь отдал предпочтение яблоку. Больше все, фанаты Huawei, не смотрите меня. Дальше два телевика. Вот в телевике, разумеется, должна быть полная ушатайка от, по деталям, во всяком случае, от Zeiss, и так оно и есть. Почти. Надпись, видите? Зато человечек здесь более прорисован. Не все так однозначно, к сожалению. Здесь контраст перекручен. Не все так однозначно. Но, да, цвета правильные у яблока, но общее впечатление от фотографии у фанатов Vivo будет лучше от Vivo, потому что так должно быть, потому что цифры говорят о том, что он должен ушатывать, и это X5, это X3.7, можете посмотреть, вот, пожалуйста, вам цифры. Эквивалент 85 миллиметров, и здесь эквивалент 120 миллиметров. То есть у нас X5. Не будем дальше грустить. Вот здесь у нас две фотки. Вы скажете, что лучше это, но я скажу, что вот цвет там, вот освещение теплое. Если вы хотите, чтобы за вас дорисовывало, то здесь лучше. Притом здесь, по-моему, будет яблоко, да. То есть яблоко взяло и сделало мне нормальную рубашку и т.д. и т.п. Но я не понимаю людей, которые ругаются, что что-то там желтит, хотя, ну, то есть освещение подразумевает, если мне надо было бы другое освещение, то я бы сказал, окей, давайте другое. Цвет лица нормальный относительно, все, что у меня может быть. Волосы лучше на Vivo. В целом, и та, и другая фотография одинаково хороша. Нравится вам такое, чтобы не было понятно, что хорошо Vivo? Какое-то сравнение у меня должно было быть у шатайка вообще айфона. Сейчас я подберу другие фотографии. Вот здесь просто великолепная фотка. Только по цветам вот здесь правильно. Вот это правильные цвета, а вот это перекрученные цвета. И мы опускаемся, и супер классная фотография. То есть, если не знать цветов, и вы хотите, чтобы за вас дорисовали, то прям бомба, пушка, гонка. И детализация, видите? Прям вау, вау. Яблоко нервно курит в сторонке. Только по цветам. Яблоко правильно передало цвета, а Vivo нет. Здесь, разумеется, везде одинаково плохо выгляжу, но даже не знаю где. Ну вот это правильный цвет рубашки, но я не помню при этом освещении, может быть, было вот это, наверное, было правильнее при освещении. Сейчас проверим. Это Vivo, кстати. Нет, это iPhone. А может быть вот это, вот пусть будет это. Шучу. Да, надо было просто спуститься. Фронталка у Vivo классная, будете выглядеть моложе, лучше, цвет лица будет лучше, но единственное, классная рисованная картинка. Здесь у нас, я, кстати, не помню, вот это основной модуль, 48 миллиметров, нет, это X2 и 28. То есть у нас получается кроп, яблочная X2 и вивовская основа. Скачивайте исходники, не слушайте вообще ничего, что я говорю, потому что если вас интересует мобильная фотография, вы вряд ли до этого момента даже досмотрели. Задумайтесь над тем, что если вы досмотрели до этого момента, а не пошли по ссылке в описании, чтобы скачать исходники и сделать выводы самому, значит, где-то что-то не туда вы повернули. Я, правда, хотел найти, где Vivo ушатывает яблоко. Правда, не смог. Я уверен, что для того, чтобы смог, достаточно было Zoom X20, кстати, подключить макросъемку. В макросъемке Vivo просто рвет. Но это уже другая история. Меня пчелки при X20 неподвижные не особо интересуют. Хотя вас они могут интересовать. 4К 60 FPS в Dolby Vision. Вот так сможете снимать коктейль. Прям вообще натуральные цвета. Почти. Так, кинематографический эффект, к сожалению, только в 1080p. Притом еще и 30 FPS на фронталку. Но на основной модуль 4К 30 FPS кинематографический эффект. Это уже лучше. Единственное, нет 1080p 60 FPS, а есть только 1080p 30 FPS кинематографический эффект на основной модуль. 4К 60 FPS, съемка с одной руки. Вот так сможете снимать при движении на байке. Насколько удачно или неудачно, решать, разумеется, вам. Но по мне очень даже приличная съемка. Хотя, опять же, в солнечном свете мало что снимает плохо. В основном все снимает отлично. Очень странные дела.
Человек не едет или едет, непонятно. Ага, он будет разворачиваться. Вот так паркуются здесь. Мне кажется, для многих это будет чем-то странным, но соляви. Я думаю, те, кто смотрит мои ролики, не удивлены. Вот так вы сможете снимать движение. Напоминаю, что следите всегда за дорогой. Разумеется, снимать не стоит ничего. Vivo меня пока не разочаровал. Smart в чехле, кстати, антутовский тест он прошел, разогревшись на 9 градусов, и процессор у него был 60 с лишним. Разумеется, я подождал, пока он остынет. Это не самые жаркие деньки, то есть довольно сейчас прохладненько, но 30 градусов есть. Поэтому в целом Smart неплохой. 4К 60 FPS, съемка в движении, рассеянный свет, солнце, съемка с одной руки. И вот так вы можете снимать на улице. Ультраширик и максимальный зум в этой всей истории X20. Но вы заметьте, как он хорошо снимает в X20. Прям хорошо. Прямо хорошо. Пусть рвано, но хорошо. Ну и если не сравнивать, 4К 60 FPS, фронталка в движении, улица, потом помещение. Особое внимание хочу отметить, что фронталки я встречал и получше намного. Посмотрите обязательно, как кружки записывают все это дело. И, как говорится, делайте выводы, господа, сами. 4К 60 FPS, помещение, Nike, противная лампа. К 60 FPS, помещение, не менее противная лампа. Смотрите, у меня была информация, что в кинематографическом эффекте можно потом переключать фокус на людей. Ну, проверим это дело, но мне кажется, что так оно и есть, и это круто. Это было 4К 1080p, получается 30 FPS, сейчас 4К 60 FPS. И вот так примерно вы сможете снимать в кинематографическом эффекте ночью. Не особо фонтанно, но 1080p 30 FPS, фронталка, кинематографический эффект. Вот так сможете снимать себя ночью. И это фронталка в движении 4К 60 FPS. О, кстати, я же могу переключиться на основной модуль. Так, разумеется, не делайте, ни в коем случае еще и не смотрите в экран во время съемки. Но основной модуль, почему-то X15, вот на основной модуль. Что я хотел сказать, что хотя сканер и работает, может и не супер быстро, но он работает четко. Либо я в него попадаю все время, расположен он удобно, пусть он не огромный, как в 90-м был. По-моему, в 90-м он был огромный, да? Ну ничего, ничего. А вот то, что со светом, как это дело работает, в сравнении с айфоном. Понимаете, вот без айфона ты берешь любой другой китайца с китайцем, и просто кто-то кого-то размазывает, кто-то кого-то уделывает. И там кто-то там говорит, Huawei, Vivo размотали. Мне не важно, размотал Vivo, Huawei или нет, потому что это один китаец с другим. Я возьму 15 Pro Max и Huawei P70 Pro Pura. И буду их дербанить друг с дружкой. Почему? Потому что во всех остальных ситуациях у тебя все будет казаться а-ля неплохо. Вот. Ну а когда ты сравниваешь, меня сейчас собьют, нет, не собьют, что-то с китайцами, китайцы с китайцами, короче, это дичь. Надо сравнивать либо с S24 Ultra, тоже варик, но по мне он снимает менее стабильно, чем яблоко. В принципе, вы понасмотрелись примеров. Фронталка у Vivo прям вау. Я ожидал худшего. Может быть, относительно того, что я вижу, что-то как-то поменяется. Ну, кстати, вы слышите как маленький подкаст, плюс слышите, как микрофоны отрабатывают. Ветер довольно сильный, еду, правда, медленно. Что если размазаться, то не в нуле. И если напротив человек не будет 120 гнать,
И к чему это все? К тому, что так не водим, но вы знаете, как это дело может снимать в подобных условиях теперь. 4К 60 FPS, ночь, Dolby Vision, съемка в движении. Я не знаю, вот, а как вы снимаете? Вы реально снимаете, вот стоите? Я все время задаюсь вопросом, даже, кстати, сейчас был фриз. Задаюсь вопросом, а сколько не видел людей, они все ходят со стабилизаторами DJI? Если это не iPhone, айфоны обычно с руки вообще могут, либо с жесткого штатива. И снимают, либо вот так снимают, как я, без возвращения. И 4К 60 FPS, Dolby Vision, лифт. Есть ощущение, что я съел молодильные яблочки, правда? То есть эта штука делает вас этот 3.7 телевик. Кстати, 10x10, x1. Первое. Свет не соответствует, то есть здесь желтый лифт. Ультраширик, такая же беда. Цвет рубашки близок. 4К 60 FPS. Делаем кофе. Кстати, плита, ну вот, вы знаете, как выглядит индукционная плита по свету, и этот, пусть даже и не соответствует цвету, но он максимально приближен из того, что я видел на смартфонах. Дополнительного освещения нет никакого. То есть вытягивает он прям капитально. Здесь темно, можно сказать. И 4К Dolby Vision. Сейчас можете слышать. Кстати, усиление голоса я отключу сейчас. Сейчас без усиления голоса. Вы можете слышать, как шумит чайник. И для эпичности 3.7 x10. Все же рассказывают про зум очуменные. Макро. Вот оно. Это я, кстати, говорю без сарказма. С рук из X10 так снимать, это что-то с чем-то. Вот это максимум X20. Это X10. Ну, X10 вообще адекватно можно снимать даже с рук. X5. 3.7. Вот здесь пошел расфокус. В общем, надо, если фокусироваться на E5. Ну, это лучшая картинка, которая вот подобного действия у меня была. И телевик здесь, да, бомбезный. Просто бомбезный. Кроме слова вау ничего нет. Так, закрываемся. И смотрим, как все это дело докидывается. Прям киношная штука. Еще с Dolby Vision. Это X4, это X2, это X1, это ультраширик. Ну что же, вот они, 1080 120 FPS. Для вас это 4К 60 FPS максимум, потому что вы смотрите это дело на YouTube. Это телевик 3.7. И что я могу сказать? Когда я, допустим, смотрел эти 120 FPS, то у меня есть ощущение, что они рваные. И по поводу зума. Зум просто бомбический, но на фото. На видео нет. Вот такая вот магия Vivo. Еще немного 4К 60 FPS. Съемка с одной руки. По мне снимает очень даже круто. И он у меня вылетел за 2 секунды в прошлый раз. А в этот раз, смотрите, не вылетает. Но, ладно, во всяком случае могу сказать вам по поводу надежности. Вот эти вот 240 FPS. У меня только что он вылетел и долго не запускалась камера. Ладно. Минусы: проводная зарядка, как и беспроводная, менее быстрая, чем в Pro-версии. Нет поддержки eSIM, конский ценник, слабый динамический диапазон у фронталки, затычка в основном модуле, сброс яркости в Genshin Impact до неприличных 300. Ну и все. Так, смарт огонь просто. Я, скорее всего, себе оставлю. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем огромнейшего спасибо за просмотр. Смотрите, резюмировать я хочу довольно просто, долго, но мучительно. Если вас интересует мое мнение, стоит ли этот смартфон своих денег, несмотря на вот эту вот затычку и все остальное, однозначно да. Для съемки здесь у нас и направленный микрофон, и вот эта вот блямба с цейзовским стеклом, которая не поцарапалась у меня до сих пор. Помимо этого, для съемки из 4К 60 FPS у фронталки очень крутой телевик, хотя у него со стабилизацией не все волшебно, и с видео тоже на данный момент. Но смарт, разумеется, не идеальный. В первую очередь он не идеален тем, что если вы играете, то он сбрасывает яркость просто капитально. Если говорить про экран, мне не нравятся непрямые грани.
Мне не особо нравится его подбородок. Железка почти идеальная. То есть, если бы у него прошлые модели были бы на снэпе, я бы сказал, что вот классный смартфон, берите прошку. Но они не на снэпе, они на медиатеке. И там вообще все печально. По моему мнению, субъективному. То есть, если брать Vivo из флагманов, то его. Если говорить про то, что я бы себе взял, я снимаю обзоры на смартфон. То есть, я на данный момент использую iPhone. И уже много лет. До этого использовал Huawei. На Huawei я мучился с фокусом. Вот с этим же делом то же самое. Я пытался на него подснимать, он часто теряет фокус. И тебе получается из утрированной минуты надо вырезать 30 секунд. На яблоке такого нет, хотя картинка вот в эти 30 секунд очень чаще лучше здесь. Если брать супер его фишки из разряда макромодуль, ну сколько вы будете играться и фотографировать этих ос, тычинки, пестики и все остальное. Он снимает классно. Во многих сценариях использования лучше айфона. Но вы прикиньте, до какой степени вас загипнотизировал маркетинг, как и меня, что мы вместо вот этого вот Соньки с фикс-объективом, который стоит в 2 раза дешевле, рассматриваем для фотографии вот это. И оно рядом не лежало, потому что оптика-то рулит. Что с ним можно делать? С ним можно делать все. Накатывать просто бешеное количество Google камер, подстраивать под себя, но для чего вам это? И неужели вы не хотите за эти деньги купить какой-то реально очень крутой фотик с очень крутой оптикой и почувствовать себя реальным фотографом? Это вам просто пища для ума. Смарт из тех, что я держал, андроидов, на данный момент, сегодня, самый лучший, но не по цене качеству. То есть, если бы я выбирал для себя устройство подобной лопаты, я бы однозначно брал S24 Ultra, который на Авито можно выцепить за 85-90 тысяч. Это дело будет держать цену, это дело будет сложно продаваться. Vivo это не супер популярный бренд. Да, многие любят флагманы, но они все покупают как? Через перекупов в Китае, подешевле. И, разумеется, они к вам на Авито не пойдут у себя же покупать, правильно? Так что, по мне, если вы рассматриваете к покупке подобного устройства, это лучший из тех вивовских смартфонов, что я встречал. В целом, все, что я хотел, я вам рассказал. Будет ли он в глобалке, это вопрос. Чтобы я вместо него приобрел для видео, я бы приобрел яблоко. Для своего постоянного использования я бы приобрел, скорее всего, либо какой-нибудь на распродажах iQOO 12, либо Samsung S24 Ultra. Но, если вы фанат Vivo и вам нравится, как он красит, а он красит всегда, но красит классно, однозначно девайс сюда. Надеюсь, что обзор был максимально емким. Мое мнение, это мое мнение, но результаты тестов не нарисуешь. То есть все, что он может, вы знаете, все, что он не может, вы также знаете. Мини-джек у него не появится, карты памяти тоже, и, разумеется, поддержки Android Auto и eSIM здесь тоже не будет, потому что это китайская версия, хотя есть все гуглы, бенды и русский язык. Определенные недостатки присутствуют. По поводу всех оповещений все настраивается, никаких особых проблем нет. Девайсу, повторяюсь, от меня да, подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, что еще купить на обзор. Я стараюсь загонять все и делать выводы. Вот из всего китайского, напоминаю, что Samsung Korea это самый топ. Если я говорил, когда выходил Oppo Find X7 Ultra, что в топку его, потому что есть Oppo Find X6 Pro, слишком маленькая разница. Здесь я не говорю в топку, но если у вас есть прошлые модели, то, разумеется, даже с 80-й линейки я бы, наверное, не переходил бы. Но это я. Добра и удачи вам, дорогие друзья!